Теодор Драйзер, стоик. Последняя часть трилогии «Желания» Теодора Драйзера, стоик. Автор написал ее незадолго до своей смерти, дописывал уже в последние дни жизни. Это, конечно, трагично и символично одновременно. Это удивительно чувствуется на последних 2 десятках страниц романа. Опустив сюжетную линию, в основе которой лежит начало строительства лондонского метрополитена, Драйзер погружает читателя в бездну вопросов смысла человеческого бытия. Выпотрошив всю гнилую человеческую суть и разложив ее к концу романа перед читателем, автор приходит к выводу, что, насыщая лишь свои раздутые амбиции, человек перед лицом смерти оказывается в ситуации, когда истинные и благородные мечты так и остаются неосуществленными. Многомиллионный капитал становится уже не главным в жизни главного героя. На первый план выходит масштаб, или лучше сказать степень собственной незыблемости, непоколебимости. Но смерть застает Фрэнка так неожиданно, что он даже не успевает привести в порядок свои дела и подготовить основу для жизни близких после себя. И как результат, после его смерти хищники буквально за 5 лет растащили и разграбили все, нажитое непосильным трудом и уникальными интеллектуальными способностями Фрэнка. Наверное, поэтому последние 2 десятка страниц посвящены истинным человеческим ценностям, проносящимся мимо жизни, добру, милосердию, состраданию, взаимопомощи. Удивительное умозаключение приходит в голову после прочтения романа. Как бы ни был порочен Фрэнк, он был крайне великодушным и щедрым человеком. Несмотря на его крепкую хватку и бескомпромиссность в делах, он был богат не только материально, но и духовно. Единственное, чего не хватало Фрэнку, как и всем, наверное, людям, это времени. Времени не для того, чтобы достигнуть своих целей, а времени для созерцания красоты и мира в целом. Времени для познания истины человеческого бытия. Как ни прискорбно это осознавать, но нам в начале 21 века, как и главному герою этого романа, начала 20 века, не хватает того же самого времени для созерцания окружающего мира, для познания, если не истины, то хотя бы самих себя. Читайте и обрящите.